Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, лишь прогноз. Но люди вы очень интуитивные, вы сами без всяких прогнозов уже знаете заранее, что и как. Поэтому я думаю, это просто будет как добавка какая-то, может быть, рассмотреть альтернативный вариант развития событий. Или просто мы с вами пообщаемся таким образом, и я надеюсь, общение это будет приятным. И у нас сегодня 5 колод я решила взять, чтобы, вот так вот перемешать энергетику, чтобы не было какой-то, такой одинаковости в этих картах. И первое мы узнаем на колоде классического Таро на оставшийся период 2023 года, что для нас будет наиболее важным. Какое событие, может быть, к нам придет важным, а может быть, новость, или чему мы будем уделять больше внимания, какая сфера жизни, может быть, проиграется у нас наиболее активно. Должна сказать, что есть на канале второе полугодие, плейлист, и там видео для всех знаков зодиака тоже. Я его делала еще в мае. И если интересно, можете перейти. Там одна карта на месяц, как бы вот так немножко. Рассмотреть энергетику на дела, на работу, на бизнес, то есть каково оно в перспективе помесячно, если кому-то интересно. Итак, что важно знать для скорпионов до конца 2023 года, что важным будет, может быть, для вас? Работа, деньги, профессионализм, изменение статуса. На сегодняшний день вы уже профессионал в своем деле. А здесь как будто прогресс. Предполагается по этой карте, что растет наш, как и статус, то есть могут быть изменения в плане предложения новой должности или какие-то мы сами для себя новые грани сотрудничества можем открыть. Может быть и рост вашего бизнеса, рост вашей популярности. Чего бы ни касалось, это все равно в плюс. Работай, у тебя все получится. Если говорят, то значит, какой бы тут мы проект не запланировали, у нас получится очень хорошо, а не просто хорошо. И у нас все под контролем. Мы как будто четко знаем, что мы делаем, что нам нужно и что нам не нужно. Рационализм и где-то материализм, вот как-то так. По крайней мере, с финансами уже как будто проблем не будет до конца года, нам об этом говорят. Давайте мы спросим, а каковы неожиданности могут быть как раз до конца 2023 года. Вообще, когда выпадает аркан справедливости, первое, будь честен сам с собой. И если ты видишь по факту, что есть, а вы как раз обладаете великолепным чутьем, то тогда для вас неожиданностей как таковых не будет. Есть такой момент, что мы должны, возможно, от чего-то отказаться. У кого-то может проиграться, как, например, суды или какое-то разбирательство, или медиаторство, соглашение нужно, может быть, получить. У нас весы держит наша справедливость, и поэтому нам говорят, держи эмоциональный баланс и будь готов меч в руке в другой, отказаться от того, что для тебя уже как будто не имеет значения. Или оно не будет способствовать твоему росту, прогрессу, или будет тебя словно тянуть назад. Вот не должно быть каких-то помех. И когда эта карта выпадает, все-таки мы поступаем по закону. Так в этом случае закон нас как будто оберегает, стережет. Но все начинается, как я сказала, есть какая-то правда, истина. И здесь мы можем как раз и должны где-то от этого отталкиваться. Хотя для кого-то из вас вы просто, может быть, будете заняты каким-то делом, вам нужно конкретно что-то оформить или что-то согласовать. Вы можете обращаться к юристам, вы можете обращаться к адвокатам. Вот этот момент тут тоже проигрывается. Но вообще нет ничего невозможного. И самое главное, что для вас-то все в каком-то прогрессе и в перспективе. Единственное, поступаем по закону. Давайте мы достанем еще две карты и назовем события. События до конца года 2023. Первая карта – новые события. Что новое, может быть, придет за эти полгода на наш порог? Каковы же они? Или чего они будут касаться? Новые события до конца
2023 года. Правда, победа. Шестерка жезлов, карта победителя, ну и самого победителя. То есть как бы есть определенный успех. В любой области где-то может проиграться, но нам говорят, это, конечно, позитивный момент. Значит, какой-то вопрос вы определенный решите, вы со знаком плюс, и то, что вы хотите, вы точно, мои дорогие скорпионы, вы этого добьетесь. Но карта всегда подразумевает, что мы должны какое-то время это удерживать, сохранять, потому что 50% получить что-то как желаемое или достигнуть какого-то уровня, а вот ты потом попробуй сохрани. Значит, мы должны быть более гибки, внимательны в том плане, что если обстановка вокруг нас меняется, мы должны словно удержать какую-то свою победу. Мы не должны рисковать своим добрым именем, нашим финансовым положением. То есть все где-то идет на сохранение. Если из расчета дела, работа, бизнес, деньги, все-таки больше вот эта сфера, нам говорят. Ну и жезлы-то, они именно в этом чаще всего проигрываются. Держать руку на пульсе, и если необходимо будет, то ну, где-то коррекцию будете, видимо, в чем-то вносить. Но главная победа, вы реализуете то, что собираетесь. Давайте узнаем, чем запомнится или что запомнится. Где-то будет и семерка пентаклей с одной стороны. Она может говорить, что некоторые дела мы не решим, может быть, так быстро. Может быть, это связано с согласованием в высоких инстанциях или буквально какие-то, ну, вопросы, которые мы должны решить, может быть, и через суд. У кого-то и в личной жизни может это тоже проиграться. У каждого своя ситуация. И здесь не так может быть все или не в те сроки, как нам бы хотелось. Поэтому где-то быть мудрым и понимать, что если обстоятельства складываются так, а мы на них не влияем, нет смысла педалировать или себя где-то самоедством вот этим заниматься, или говорить, почему у меня не получилось, почему я не ускорил, а вот если бы я пошла туда, вот может быть, я бы там решила. Нет, тут явно пауза, когда 7 пентаклей выпадает. С одной стороны, деньги в рост, нам вот это значение, оно тоже есть. И деньги как будто ж на дереве растут. А дерево – это один из символов благополучия и стабильности. Поэтому у нас все благополучно и стабильно. Но если есть какие-то нюансы, когда идут задержки, значит, мудро это просто воспринять. Но вот как раз деньги для кого-то из вас, и есть возможность по этой карте как пассивный доход. Вот это тоже может проиграться. Давайте мы на колоде Таро иллюминатов. Что нам будет помогать до конца 2023 года? Что в нашу пользу, может быть, будет складываться? Вы знаете, по двойке пентаклей это ничто так не постоянно, как перемены. Значит, где-то вы будете сильны в этих переменах. Быстро переключаться с одного на другое вам придется. И, кстати, по двойке пентаклей быть легким на подъем, откликаться на какие-то предложения, не обещать никому на далекую перспективу. Вот это есть такое. Жить где-то, может быть, одним днем. Нам тогда это будет помогать. Может быть, это касается и отношений каких-то новых. Значит, ну, пока еще какую-то далекую стратегию, наверное, не время выстраивать. А вот пробовать себя совершенно в каком-то деле, в котором вы себя не считали профессионалом. И по этой карте мы как будто сделаем что-то лучше, чем профи. Или быстро добьемся успеха в новом деле. У кого-то из вас может зародиться желание открыть бизнес. И вот по этой карте это получается. Потому что как будто для нас будут важны всего лишь 2 пентакля, нам этого хватит. Для нас умение договариваться, вот это будет в приоритете. Умение что-то просчитать, в принципе, удержать вот эти 2 пентакля. И я могу сказать, хотя нам сказали, деньги уже есть, и они будут, но деньги мы не тратим, и это будет нам помогать. 2 пентакля, действительно, потому что, может быть, перемены какие-то, или что-то будет меняться, или ваши планы будут корректироваться, и вы что-то совершенно на другое захотите либо переключиться, либо возможности, может быть, какие-то новые придут. Давайте мы узнаем, что нас будет радовать до конца 2023 года. Стабильность. Король Пентаклей. Здесь может быть конкретно человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет асцендент
Но про энергетику карты – это когда у нас все под контролем. Когда мы собой не рискуем, удерживаем свою победу, удерживаем финансовое благополучие, строим планы на будущее и надеемся сами на себя, мои дорогие. Правда, это все проходит по этой карте. И тогда у нас не будет никаких неожиданностей. У нас тогда будет все рассчитано, подсчитано, новые возможности будут применены, использованы, и мы разберемся, нужно это нам продолжать что-то или нет. Мы очень здраво смотрим вообще на жизнь, на мир и на течение событий или обстоятельств. А если нужно, мы готовы корректировать. Но все направлено на сохранение успеха. Ну и стабильности. И на колоде Таро Висконти Сфорца давайте мы зададим такой вопрос. Что нам может помешать? Или какие препоны, помехи могут быть до конца 2023 года для вас, мои дорогие скорпионы? Как видят карты. Это карта башня, старший аркан, и это, знаете, что может помешать? Ведь по старшим арканам это какая-то реальность или какие-то события в той обстановке, которая нас окружает. Чего-то мы не можем изменить. Может быть, буквально по этой карте что-то, но извне меняется, меняются законы или что-то в обстановке вокруг вас, и мы должны быть к этому готовы. С одной стороны, башня – это прообраз тюрьмы, каких-то ограничений. И надо сказать, у меня вот именно так оно всегда и проигрывается. Это когда было, знаете, как преграда, как барьер какой-то, и вдруг либо закон поменялся, либо вот эта помеха, она исчезает, и я могу осуществить то, что прежде не могла. И я так надеюсь, что для большинства из вас проиграется как новые возможности, которыми нужно воспользоваться. Где-то, может быть, вас будет подталкивать и обстановка, которая вас окружает, принять важное решение или согласиться, решиться на что-то. Но есть и элемент свободы. Торопиться тут определенно не стоит, потому что какая-то сама по себе неожиданность нас словно, ну, может где-то выбить из колеи. Вот это состояние невесомости, двое как будто падают. С одной стороны, значение свободы. А что вот с этой свободой делать? Вроде как, пока мы находились в этой башне, мы могли хотя бы подержаться за ее стены. А здесь, да, свобода, а подержаться даже не за что. И вот какой-то такой момент эмоциональный может быть для нас, ну, наверное, поставить на первое время нас в какой-то тупик. Но далее мы находим как варианты, как решить вопрос. И более того, мы видим какие-то бонусы. Но сама по себе это неожиданность. Если вот может помешать, значит, это либо как новость извне, так или в вашей обстановке какие-то события. Но я надеюсь, что тут просто какой-то момент внезапности. Давайте мы узнаем, а что еще нам может помешать. Ну, в принципе, наверное, ничего, если только те события, которые мы не можем отменить. А это ваша кубковая карта. И по королю кубков как раз он умеет переключаться между эмоциями и рационализмом. И, видимо, вам это будет точно помогать, когда эмоции могут зашкаливать из-за того, что мы можем либо о чем-то сожалеть, или мы можем, ну, где-то быть чем-то недовольны, или, ну, все равно так или иначе эмоционально прореагировать на какую-то конкретику или на какие-то обстоятельства, на которые мы не влияем. А нам нужно сохранять как и хладнокровие, так и наши позиции. Давайте, мои дорогие скорпионы, 78 дверей и карта у нас будет называться так. Переход. Какие двери будут открыты? Каков итог, который я подведу? До конца 2023 года. И в этой колоде ключевое значение – это двери, открытые или закрытые имеется в виду, и ключ. Итак, каков итог?
Карта 9 жезлов. Ну, наверное, по девятке жезлов, ну, вот как будто дверей вообще нет, да? Нам предстоит их поставить, нам предстоит что-то оформить, нам предстоит еще что-то укрепить, как собственные позиции, удержать свой собственный успех и создать, может быть, буквально теплый, уютный дом, то наше надежное место стабильности и безопасности, которое нам будет помогать в 2024 году. Я часто говорю в своих видео, что 2023 год – это год адаптации. Мы должны именно вот этот островок нашей надежности построить, потому что последующий год, 24-й, 25-й, ну, там тоже могут быть какие-то внезапные переменные, или будет отстраиваться словно какая-то структура, и будет неизбежно, ну, какая-то турбулентность или какие-то неожиданные события, новости, информация. Иногда это может быть все перемешано. Так вот, мы должны вот этот свой островок мечты и безопасности просто иметь. И перед вами как раз создать его есть возможность. Давайте, что я смогу осуществить? Здесь все больше на сохранение, кстати. Сохранение того, что мы имеем, и того, что мы создадим, наверное, или сумеем осуществить. И что мы сможем осуществить? Паш Пентаклей. И где-то нам говорят о каком-то нашем либо проекте. Тут, скорее всего, будет либо это бизнес, либо это работа, либо новая работа, или какие-то перемены все-таки, Паш, да, связанные с вашей деятельностью. Вы сами можете поменять вообще род деятельности, но я бы больше сказала, что обстановка на вас действительно будет так влиять, что вы захотите, может быть, начать какое-то дело, или будет для этого какая-то возможность. Для кого-то из вас это еще может означать, правда, с учетом короля Пентаклей, если мы сказали, что нам помогает. Конкретный человек какой-то у нас как будто будет, к которому мы можем обратиться за помощью, за то или иной. Или вы сумеете заложить, может быть, как начало какого-то нового дела, который принесет в дальнейшем очень хорошие перспективы. И в плане финансов в первую очередь. Поэтому вот ни от чего не отказываться. Правда, нам тут выпала двойка пентаклей карта, и нам говорят, будь легок на подъем, ни от чего не отказывайся. Впереди перемены. Но таких глобальных масштабных планов ты не строй, потому что все будет еще подвергаться какой-то коррекции. Но, тем не менее, к концу года вы уже четко знаете, в какую мне сторону двигаться, и что из того, что вы, может быть, попробуете или себя в чем-то примените, будет иметь продолжение, а что нет. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.